Какие принципы богатых людей, да, какие-то инструменты или то, что отличает богатых людей от бедных людей? Были ли у вас какие-то бизнесы традиционные или обучение кого-то, которое вы не гордитесь этим? Мне интересно, почему вы с образовательным проектом идете в Украину, а не в Израиль? Придется столкнуться с Ицхаком. Окей. Good luck. В бизнесе религия помогает вам? Мы пометим в комментариях, сколько минут вам нужно перемотать, чтобы, если вы не хотите это слушать. Друзья, всем привет! Я рад сказать, что у нас сегодня в гостях доктор Одед Кравчик. Это человек-феномен. Он психолог, он продажник, он долларовый миллионер, он тренирует разведку израильскую, он также играет в баскетбол и тренирует нескольких игроков в NBA. Я очень рад, что мы можем привозить к нам в наш город таких людей и общаться с ними лично. Поэтому я очень рад, что вы с нами. Я хотел бы задать вам несколько вопросов, которые интересны нашим зрителям. Знаете, вот всегда людям интересно, с чего начинал человек и его историю. Usually people interested from what you start your story and practically from what you started. Мы заметили, что очень много людей именно заряжаются историями и какой-то мотивацией, и это их толкает к каким-то действиям. They understood that people charge from stories and it pushes them, it motivates them to do something. Поэтому хотели бы услышать вашу историю, с чего вы начинали свой путь, как это было и чего вы достигли. Вот хотелось бы послушать от вас. They would like to understand from what you started, what was your story, and to share it with people. Practically, I have a lot of starts. Практически у Одеда было много таких моментов, когда он что-то начинал. I don't have one start. Он не может сказать, что у него было одно начало. I started as a basketball player. Он начинал как игрок баскетбола. And I can ask myself why I start as a basketball player. И он может спрашивать себя, почему он начал как игрок баскетбола. Because people tell me that I talent when I was kid. I was talent in basketball. Потому что люди говорили ему, что он талантлив, когда он был маленький. Ему говорили, что он талантлив в баскетболе. So I want to maximize this talent. И он хотел максимизировать этот талант. And I start to play basketball. И он начал играть в баскетбол. And without knowing, I collected tools to my life. И не зная этого, он собирал инструменты для своей жизни. And then I start to work at my father's И company. потом он начал работать в компании своего отца. Just because it was tradition in the family. Только потому, что это была традиция в семье. So I start again. И поэтому он начал снова. But very fast, after a few years, I understand that it's not interesting for me. Но очень быстро, после нескольких лет, он понял, что это неинтересно ему. And I don't want to work in a place that I'm the son of. И он не хочет работать в том месте, где он сын кого-то. So I left. Поэтому он ушел. And start again. И начал вновь. And I decided to be a teacher. И он решил, что он будет преподавателем. Physical education teacher. Преподавателем физкультуры. And I went to teach in school. И он хотел учить в школе. And I start again. И он начал вновь. And I decided I want to be a different teacher. И он принял решение, что он хочет быть другим учителем. I don't know why, but I always find when I do things different, Он не знает почему, но он обнаружил, что когда он делает вещи по-другому, people remember me. люди помнят его. So I want to do different way of physical education teaching. Он хотел быть отличающимся преподавателем физической культуры. Then after 2 years, Потом, после 2 just лет, because my father became sick, только потому что его отец стал болен, I went back to the business он вернулся в бизнес and start again. и начал вновь. But then I start in the business to do things that I want. Но потом он начал делать в бизнесе те вещи, которые он сам хотел. But the family limits me. Но семья ограничила его. So I left again. Поэтому он ушел вновь. And went to university, to some college to start to teach. И он пошел в университет, не в университет, в колледж, чтобы начать обучать. I studied psychology and I studied sales, marketing. Он изучал психологию, изучал маркетинг, продажи. And I started to teach. И он начал обучать. And then I realized И потом он обнаружил, that I have talent. что у него есть талант. I succeed to transfer message, to transfer information to people and create some energy in audience. У него получалось передавать главный месседж аудитории, передавать информацию и
Can you repeat, please? I succeed to create energy. У него получалось создать энергию. People call it charisma, all Люди kinds of называют names. это харизма или другими But именами. I understood that I have it. Но он понял, что у него есть это. And I find out that this is my advantage. И он обнаружил, что это его преимущество. And with this advantage, I can sell any information that I И want. с этими преимуществами он может продать любую информацию, которую он хочет. So I start to work parallel. Он начал работать параллельно. To sell В продажах and to teach. и в обучении. And start to grow. И начал расти. And I become very successful lecturer. И он стал очень успешным лектором. And then start to take more money. И потом он начал зарабатывать больше денег. Because I had to filter, I had a lot of work, I had to Потому что у filter него it. было много работы, ему нужно было фильтровать ее. So I had to take more and more money. Поэтому ему нужно было брать больше и больше But денег. always I kept on teaching and practice. Но всегда он сохранял обучение и практику. I work in businesses. Он работал в бизнесах. I advertise in business. I advise in business. Он был как консультантом в бизнесах. And take the experience. И брал опыт. And use my talent. И использовал свой талант. And teach. И обучал. And then I start to invest and do all kinds of other things. И делать разные другие вещи. Угу, супер, спасибо большое. Вот вы сказали, что вы начинали с бизнеса отца, и многие люди считают, что, ну и постоянно говорят, вот, конечно, у него был большой капитал для старта. Заложил ли отец какой-то фундамент для старта хорошего бизнеса или вот финансовую поддержку предоставлял ли вам для того, чтобы вы могли успешно развиваться? People tell like, you know, okay, he was in father. You said that you started from father's company, and people said, oh, okay, so he had a lot of money from father, so he had a good start. Did you had some start from your father? Did he gave you some money to start? No. When I left my father company, even when I work at my father company, I got salary. Нет, когда он ушел из компании отца, даже когда он работал в компании отца, он получал зарплату. I didn't get presents. Он не получал каких-то подарков. And when I decided it's not for me, И когда он принял решение, что это не для него, I come to my father and say, it's not for me, sorry. Одед пришел к своему отцу и сказал, это не для меня. It was a bit difficult in the family. Это было сложно в семье. Because they planned that I will be the next one. Они планировали, что Одед будет следующим. Because my father was after his father. Потому что его отец Одеда, он принял компанию от своего отца. And it was quite shocking the family that I say no, it's not for me. Было достаточно шокирующим в семье, что Одед сказал, нет, это не для меня. And then my father asked me, what are you going to do? И потом Одед отец спросил его, чем ты собираешься заниматься? I said, to build something that it's me. Одед сказал, строить что-то, чем являюсь я. And practically I didn't get even $1. И практически он не получил даже одного. He helped me in life, but he never buy me a car, he never buy me a house. No, it's. Он помогал в жизни, но никогда не покупал ему машину, не покупал ему дом. We had good life. Была хорошая жизнь. We were not millionaires. Они не были миллионерами. We have comfort life, normal life. Была комфортная, нормальная жизнь. But when I started from zero. Но когда он начинал с нуля. Угу. Мне отец когда-то сказал, что я тебе готовлю фундамент, ты должен сделать этот фундамент выше, чтобы твой сын начал с этого и с нового уровня достигал следующего. То есть у вас по факту отец как бы приготовил, но вы не захотели это брать и сказали, что я начну с того, что у меня есть, правильно? His father told him once that I built some base and you have to build this base higher, that your son will start from higher point. To create. So practically your father built for you some base, but you say that it's not for you. First of all, he built the base for himself. Во-первых, он строил фундамент для себя. When he started the business, it was before I born. Когда отец начал заниматься этим бизнесом, это было еще до того, как Одед родился. He built something for himself. Он строил что-то для себя. And he hoped that it will fit me. И он надеялся, что это подойдет Одеду. It's like that he buys shoes for himself. Это как он купил обувь себе. But he hoped that the shoes will fit me. Но он надеялся, что эта обувь подойдет Одеду. But my father was 42 and I 47. Но размер отца был 42, а у Одеда 47. So just because it was good shoes for him, I have to go with 42. То есть только потому, что это была хорошая обувь для его отца, Одеду нужно идти в 42 размере.
Yes, I took a lot of experience. Да, он взял оттуда много опыта. I get a lot of values. Он получил много значимости, много He teach me to значимого. respect money. Отец научил его уважать деньги. He teach me to work hard for money. Он научил его работать тяжело за деньги. But the business, I have my own, with Но- the education that he gave me. Но бизнес у него есть свой собственный, с обучением, которое он получил от отца. Второй раз, когда вы пришли к отцу, когда он уже был болен, вы зашли в его компанию, вы также были как наемный работник, правильно? Second time when your father becomes sick, when you come to the company, you again come like a worker. Yes, I worker, but the son of. Да, сотрудник, но сын кого-то. And I had conditions. И у него были условия. I opened my own department. Он открыл свой собственный отдел. Give me budget and I go to work. Да, дай мне бюджет, и я иду работать. I'm not going to do what you do. I don't want to manage the company. Я не собираюсь делать то, что ты делаешь. Я не хочу управлять компанией. So I build my own department Поэтому он выстроил from zero. свой собственный отдел с нуля. until the point that I gave this department to my father and I said bye. До того момента, пока он не отдал этот отдел своему отцу и сказал: «До свидания». Again, it's not easy. Опять же, это нелегко. You need to believe that it's possible to succeed. Нужно верить в то, что возможно преуспеть. Otherwise, it's very comfortable to be В there. любом случае, очень комфортно быть там. But for sure, I would not earn if I would stay there. I would not earn like I earn today. Но с уверенностью Одед может сказать, что если бы он остался в компании, он бы не зарабатывал столько, сколько он зарабатывает сейчас. And practically, it took few years. But when my father got older, И практически это заняло какое-то количество времени, но когда его отец стал старше, he was comfortable enough to say that he's proud of what I did. он чувствовал себя достаточно комфортно, чтобы сказать Одеду, что он гордится тем, что Одед делает. Even that it's other business. Даже если это другой бизнес. Сколько времени вы уделили учению продажи, психологии, ну и в общем, вот углублялись в эту тему? How much time you spend for learning psychology and sales, and how much time in general you go into this subject? Более глобально, ну вот, серьезно уже. Like seriously, Too much. слишком много. I learned 3 years to become a teacher. Одед 3 года учился, чтобы стать преподавателем. And then I start in the teachings, studies. I start to learn a little bit psychology of sport. И когда он учился на преподавателя, он изучал психологию спорта. And then I continued to learn 3 years for first degree psychology. И потом он продолжил обучение, первая степень в психологии. And then I go to second degree, to master degree in sales and marketing. И потом он пошел на вторую степень мастера в бизнесе и маркетинге. But I took the psychological side. Но он взял психологическую Combined сторону. psychology of sales. Комбинация психологии и продаж. And when I finished the master degree, I continue another 4 years И когда он получил степень мастера, он продолжил еще to make обучаться, PhD, doctor. чтобы получить степень psychology. PhD, доктор психологии. But in all this time, I also worked. Но все это время он также и работал. I never stopped working. Он никогда не прекращал работать. Work and study, work and study, work and study. Работа и обучение, работа, обучение, работа, обучение. Через сколько после обучения вы поняли, что вы можете обучать людей, вы их обучаете, и это эффективно для них? How much time passed after education when you understood that you can teach and you're good in teaching? 1 year. 1 год. Я так понял, что вас всегда клонило к информационному бизнесу, правильно? То есть делиться информацией, коучинг, обучение, вот всегда вело к этому. Даже вот вы первый раз сказали, что вы уходили, пошли как учитель, и второй раз вы все равно пошли в это направление, потому что оно вам максимально близко. So as he understood, it was all the time he was much more close to info business, like to share information, to teach someone, even when you say that you go out from the company of father, you go to teach. So practically always he was focused on teaching or on sharing information. Teaching and training, not just teaching. Teaching and coaching. Обучение и тренировки, обучение и коучинг.
All my life I did it. Всю свою жизнь он All делал. my working life, Всю свою I рабочую жизнь. work and teach. Он работал и обучал. I really love to teach, Ему действительно, он to действительно share любит, information. он действительно любит обучать, делиться I информацией. travel the world, I meet people, Он путешествует по миру, встречает людей. and you know, one day it will end, И вы знаете, в один день это закончится. usually. Обычно. I want to know that I leave something. Ему хочется знать, что он оставил что-то. By teaching, you leave something. Когда ты обучаешь, ты оставляешь что-то после себя. So, I love to То teach. есть он любит обучать. I know that it's present that I get from God, but I Он get знает, present. что это подарок, который он получил. One got present that he can sing. Получил подарок. Кто-то получает подарок, что он может петь. One got present that he can make business. Кто-то получает подарок, что он знает, как делать One got бизнес. present that he can paint. Кто-то получает подарок, что он знает, как рисовать. And one got present that he can talk in front of people. И кто-то получает подарок, и он может говорить перед людьми. So not to use the present, it's stupidity. То есть не использовать подарок – это глупость. Because if you understand what is your present, Потому что если ты понимаешь, каков твой подарок, you can make a lot of money. ты можешь заработать много денег. And you don't find your present, И если ты не находишь свой подарок, you work hard, but you will never make your money. ты работаешь тяжело, но ты никогда не заработаешь деньги. Как вы оказались в Запорожье? Ну, в Украине, в Запорожье. How you come here to Zaporozhye, to Ukraine? Had some client in Israel У Одеда был один клиент в Израиле, in one of my clinics в одной из его клиник, that asked me to go to search to check his businesses in Ukraine. который попросил Одеда проверить его бизнес в Украине. And I go to check. И Одед прилетел проверить. Gave him some analyze. Дал ему какой-то анализ. And then he told me, okay, let's make a deal. И потом он сказал, окей, давай договоримся о сделке. Go there to fix it. Едь туда, то есть его сделать. He's a very rich person. Он очень богатый человек. He have businesses all over the world. У него бизнесы по всему миру. And I said, no, I have other deal. И Одед сказал, нет, у меня есть другая сделка. I don't want that you will pay me. Я не хочу, чтобы ты мне платил. I want percentages. Я хочу проценты. I want part of your business. Я хочу часть твоего бизнеса. He didn't think twice. He said yes. Он не думал дважды, он сказал да. And then I said, let's start from city that you don't have nothing. И он говорит, окей, давай начнем с того города, в котором у тебя ничего нет. You invest money, I invest knowledge. Ты инвестируешь знания, я инвестирую знания, а ты инвестируешь деньги. Even that I have money, Даже если у меня есть деньги, you have much more. у этого партнера намного больше. So practically you don't need my money. То есть практически ему не нужны были деньги от I need my knowledge. ему нужны были знания от этого. And I get money for my knowledge. И Одед получает деньги за свои знания. So it was win-win То есть situation. это была ситуация выигрыш-выигрыш. So we searched for a city that you don't have business. Они искали город, в котором у него нет бизнеса. It was 5 years ago, something like Это this, было 6 5 years лет ago. назад или 6 лет назад. At the beginning we thought about Donetsk. В самом начале они думали о Донецке. 1 minute before the mess, the problems. За минуту до того, как начались проблемы. And then a guy told me, no, don't go to Donetsk, it's too expensive. И потом этот парень сказал ему, нет, не едь в Донецк, это слишком дорого. And then he said, Kharkov. И потом они сказали, Now for me all the same, I never been in Ukraine. Для Одеда звучали города одинаково, он никогда не был в Украине. And then another guy said, let's go to Zaporozhye. И потом еще один парень сказал, давайте поедем в Запорожье. I said, I don't care. Одед говорит, мне все равно. Put me address and I will go. Просто дай мне адрес, и я поеду. I'll find people, Я найду людей, educate the people, обучу людей, manage the people, буду управлять людьми, teach the people, они научатся работать, and they will make money. и они заработают деньги. And all the rest is history. И все остальное это история. Бизнес существует, работает, это традиционный бизнес. Business still work, it's traditional business. No, business still work, I minimize it Бизнес все еще работает, Одед минимизировал его to exactly the size that it's good for me. до точного размера, который хорош для Одеда. Because I want to focus also here and think that I like. Потому что он хочет также сфокусироваться и здесь на тех вещах, которые Одед любит. So the business works, Бизнес работает, makes money.
зарабатывать деньги. Not really interesting. Не на самом деле интересно. Good money, but not interesting Хорошие деньги, by но passion. не интересно, то есть нет страсти. Okay, so we now try to build new chain of education. Поэтому сейчас Одед хочет построить новую цепочку обучения. Like we did today. Как мы делали сегодня. Just to go to make it bigger, bigger, bigger. И только идти и делать это больше, 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 больше. Practically in my head. Практически в его голове. To be the biggest education system in Ukraine. Быть самой большой обучающей системой в Украине. This is what I want. Это то, чего Одед хочет. Придется столкнуться с Ицхаком. You will have to fight with Ицхак Пентасевич. I don't fight with anyone. Одед не борется ни с кем. I don't fight. Ему не нужно I бороться. believe there is enough place for him and for me. Одед верит, что достаточно места и для него, и для Одеда. Просто цель у него такая же. But he have the same target. Okay. Good luck. Удачи. I don't know him. Одед не знает его. Как отреагировал партнер на то, что вы дальше не развиваете этот бизнес до каких-то больших масштабов? Все-таки вы зашли туда как процентник, то есть у вас есть процент этого бизнеса, но вы говорите, что сейчас я пойду в другое направление. Для партнера это приемлемо? What was reaction of your partner? Because practically you say that you come to get some percentages, and now you don't want to continue to deliver it, to grow with it. So what is his reaction? Is it okay for him? First of all, you continue to get money every month. Во-первых, он продолжает получать деньги каждый месяц. So for him it's okay. То есть для него это окей. And you don't have, yes, but you don't have, what is his option? Но да, но какие варианты? He's not my boss. Он не босс Одеда. If you want, we can switch. Если он хочет, мы можем поменяться. He can come here, try to make it bigger. Он может приехать сюда и попробовать сделать это больше. And I will go to other business. И Одед пойдет в другие бизнесы. But he don't want. Но он не хочет. Because he know that there is two options. Потому что есть два варианта. Or I close it. Или Одед He закроет. will not do it alone. Он не сделает это сам. Or he will say yes to almost everything that I say because it's make him good. Или он скажет практически на все, что Одед будет делать да, потому что это делает хорошо для него. And we have other businesses together around the world. У So них есть другие бизнесы по миру. I partner with him. He's not partner with me. Одед партнер с ним, он не партнер с Одедом. Да, я понял. Мне интересно теперь про религию. Религия помогает вам? Меня интересует в бизнесе религия помогает вам? He interested in religion. Is religion help you in business? Is it help you? Religion help you in some way? If you believe, yes. Если ты веришь, да. If you don't believe, no. Если ты не веришь, нет. First of all, religion help me in life. Во-первых, религия помогает Одеду в жизни. If it's helping in life, for sure it help me in business. И если это помогает Одеду в жизни, с уверенностью можно сказать, что также помогает в бизнесе. Okay, I think religion is. I was not religion most of my life. Одед думает, Одед не был религиозен большую часть своей жизни. I became a religion person just 10 years ago. Он стал религиозным человеком только 10 лет назад. Okay, if you would meet me 10 years ago, I would look completely different. Если бы вы встретили его 10 лет назад, он бы выглядел абсолютно иначе. I believe just on myself. Он верил только в себя. I was me plus God. Он был он плюс Бог. Okay, and all in that way, I also lost a lot of money. И с таким образом мышления он также потерял очень много денег. I crashed financially a few times. Он разбивался финансово несколько раз. It's part of the process. Это часть процесса. 10 years ago, I started to study Jewish psychology. 10 лет назад он начал изучать еврейскую психологию. I didn't plan to be a religious person. Он не планировал быть религиозным человеком. I was really interested what the Jewish religion have to say about psychology. Ему было действительно интересно, что у еврейской религии есть сказать по поводу психологии. I find out that a lot of people in the world, not just Jewish, learn Kabbalah. Он обнаружил, что большое количество людей в мире, не только евреев, которые изучают Каббалу. It's the internal part of the Bible. Это внутренняя часть Библии. It's the all the emotional psychological side. Это вся эмоциональная психологическая сторона. But when I started to study it, И когда он начал изучать это,
First of all, I find it very interesting. Во-первых, он обнаружил, что это действительно интересно. Second, I find it very practical. Во-вторых, он понял, что это очень практично для жизни. And then it took me inside more and more. И потом это начало его втягивать, он начал втягиваться туда. And for me, I said, if it's true, why not to be there? И для него это было, если это правда, почему не быть там? So I became religion. Поэтому он стал религиозным. So for sure, religion balanced my life. Он с уверенностью может сказать, что религия сбалансировала его жизнь. Okay, for example, the issue of the present. Например, вопрос подарка. Before I thought, I'm talent. До этого момента он думал, я талантлив. I'm good. Я хорош. Now I understand. Сейчас Одед понимает, It's not me. что это не он. I didn't do anything in my life to be able to stand in front of people. Он ничего в своей жизни не сделал для того, чтобы он мог стоять перед людьми. Someone, I don't care who, Кто-то, он неважно кто, give me talent. кто-то дал ему этот талант. So it's not mine. То есть он не его. So don't go in the street and say, I. Поэтому не нужно King. идти на улицу и говорить я No, it's not король. you. Нет, это не You ты. deliver present. Ты просто доставщик подарка. You have to know what is your present Тебе нужно понимать, какой твой подарок, and to use this present as much as you can to give to others. и использовать этот подарок, чтобы отдавать максимально, сколько ты можешь другим. So if it's helping business, of course, Если это помогает ли это в бизнесе, да, конечно. it's state of mind. Это способ мышления. Religion is state of mind. Религия – это способ мышления. And when your mind is balanced, И когда твой мозг сбалансирован, your soul is balanced, твоя душа сбалансирована, your life is balanced, твоя жизнь сбалансирована, you can maximize your potential. ты можешь максимизировать свой потенциал. That's it. Это все. Каббала изучает психологию поведения Бога или психологию израильского народа и их поведения? Kabbalah, it's about the psychology of God or psychology of Jewish people, Характер Бога. character of the God. First of all, it's too deep for a short interview. Во-первых, она слишком большая для короткого интервью. Не создал только евреев. Okay, he created also the Christians, Он the создал Muslims, и христиан, the dogs and the cats. и котов, и собак, и мусульман. Okay, so first of all, the Torah, the story of God, Во-первых, Тора, история Бога, it's belong to everyone. она относится к каждому. Okay, it's not, again, God create everything. Опять же, это не то, что Бог создал все. You and me. И вас, и Одеда. Regarding the Jewish religion, Исходя из еврейской религии, every one of the creatures of God каждое создание Божье, have different job. у каждого создания Божьего есть разная работа. So Christian have their job. То есть у христиан есть своя работа, Jewish have their job. у евреев своя работа. And everyone can get from God tools regarding to the job that you have to do. И каждый получает от Бога инструменты, с которыми он должен выполнять работу, для которой он создан. So Jewish different than Christians, То есть евреи отличаются от христиан, than Muslims, от мусульман, than others. от других. Not better or worse, different. Не лучше или хуже, просто отличаются. Because they have different mission. У них другая миссия. Also in basketball team there is 5 players. Также в команде в баскетболе есть 5 игроков. One is small, one is tall. Один маленький, другой большой. They have different job У них разная работа, regarding to their skills. исходя из их умений, их навыков. Now, psychology of God, Психология Бога. we believe that human being, person, Они верят, что человек, Jewish religion called to person small world. в еврейской религии для человека есть маленькое слово. In all with all the tools that God managed the world, God managed the world. Small world or world. World. With all the tools that God managed the world. Он говорит, что для человека, личности, то есть это как маленький мир, со всеми инструментами, которыми Бог управляет миром. He put inside of us that we will manage ourselves.
Он их дал нам для того, чтобы мы управляли собой. If we will learn how he managed the world, Если мы научимся, как он управлял миром, we will know how to manage ourselves. мы научимся управлять собой. Because we have the tools inside Потому of что у us. нас есть инструменты внутри нас. We just have to know. Нам просто нужно знать. Kabbalah teach you. Каббала обучает вас. This is the principle. Это It's в принципе. much bigger, but Это it's in намного short больше, time. но коротко. На самом деле интересно, и я хотел бы поговорить на эту тему больше, но я думаю, что зрители, которые будут нас смотреть, они больше зациклены на бизнесе, чем на каких-то душевных, духовных фрагментах и моментах жизни. Поэтому перейдем к другому вопросу. He said that it's really interesting and he would like to talk about it with you more, but people who see this interview probably they much more focus on business side, Okay. so we will move to another questions. Perfect. На самом деле мне это интересно. Practically, it's really interesting for him. Okay. Смотрите, Рокфеллер сказал, что он может отчитаться за каждый свой миллион, кроме первого. Rockefeller, do you know? He said that he can tell about each his million except the first one. Были ли у вас какие-то бизнесы традиционные или обучение кого-то, которое вы не гордитесь этим? То есть что было бы вам, если бы еще раз нужно было повторить, вы бы не повторили? Did you have some businesses about what you're not proud? If you could come back, you would never do it again. No. No? I will do everything the same. Одед сделал бы все точно так же. Listen, I didn't succeed in everything that I do. Одед не преуспевал во всем, что он делал. But part of my success Но часть его успеха is because of the thing that I didn't succeed. это из-за тех вещей, в которых он не преуспевал. So I cannot disconnect. То есть он не может отсоединиться. Because my success Потому что его успех include включает good things and bad things. хорошие вещи и плохие вещи. It's like salad. Это как салат. You have good salad. У вас есть хороший салат. It's tomato, cucumbers, Да. onions. Помидоры, огурцы, лук. So fail during the way, Неудача на пути it's part of the salad of success. – это часть салата успеха. So I know Поэтому Одед знает 100% на 100%, that my success today, что его успех сегодня it's connect from all the pieces that I had on the – way. это соединение среди всех кусочков, которые у него были на пути. And practically, if I analyze it good, И практически, если он хорошо это проанализирует, I can tell you exactly how every fail on the way influence on my success он today. может четко объяснить, как каждая неудача на пути повлияла на его успех сегодня. So I'm not sorry. Поэтому он не жалеет. Скажите, какие принципы богатых людей, да, какие-то инструменты или то, что отличает богатых людей от бедных людей? По-вашему, это что? Can you tell some tools of rich people? It's like what is the difference between rich people and poor people? Maybe some tools, something. I think it's a combination. Одед думает, что это комбинация. I put aside luck, Он уберет в сторону удачу. okay? Because luck is a combination between being ready and good opportunity. Потому что удача – это комбинация между быть готовым и хорошая возможность. You cannot influence on the opportunity. Ты не можешь повлиять на возможность. It's external. Это внешнее. You can influence on to be ready every moment. Ты можешь повлиять на то, чтобы ты был готов каждый момент. And then if the opportunity comes И потом, если возможность приходит, and you're ready, и ты готов, it's called luck. это называется удача. But if the opportunity comes Но если возможность приходит, and you're not ready, и ты не готов, you don't have luck. у тебя нет удачи. So you have some responsibility on your luck. Поэтому у тебя есть какая-то ответственность на твоей удаче. Successful people knows it. Успешные люди знают это. They don't care about opportunity. Они не беспокоятся по поводу возможностей. They just make sure that they will be always ready. Они убеждаются в том, чтобы они всегда были к ним готовы. This is first. Это первое. Second, Второе. successful people, as I know, Успешные люди, насколько Одед знает, don't care не беспокоятся what other people think on them. о том, что другие люди о них думают.
they go with their own truth. Они идут со своей собственной правдой. And usually, И обычно it's different from most of the people. Она отличается от большинства людей. Most of the people interesting what other people will tell about them. Большая часть людей интересует, что другие скажут о них. Successful people hear, Успешные люди слышат, I don't care. но не беспокоятся. You don't like me, you like me. Я нравлюсь тебе, не нравлюсь It's your тебе. business. Это твое дело. You think I'm debiled, it's your Ты business. думаешь, что я дебил, It это will not твое move дело. me from the way. Это не сдвинет меня с пути. Even if the way is opposite to the way of the others. Даже если этот путь противоположен пути другим. And usually it's opposite. И чаще всего это так и есть. Successful people have attitude that say that everything in life is school. У успешных людей есть такой подход, что все в их жизни это школа. Every opportunity they have, Каждую возможность, которая у них есть, they learn from it. они учатся с этого. Successful people understand that life is like a gym. Успешные люди понимают, что жизнь она как спортзал. And when you have difficult challenge, И когда у тебя есть сложный вызов, it means it's time to grow. это значит, что пришло время расти. Most of the people, when they have challenge, they run away. Большая часть людей, когда у них есть какая-то сложность, они просто убегают. So the main thing that I find in successful people is not that they are work harder. Главная вещь, которую Одед обнаружила, что успешные люди это не те, кто работал тяжелее. They think different. Они думают иначе. And the main thing that I think is the optimistic point of our conversation. И главная вещь, которую он думает, что это оптимистичная часть нашего разговора. That it's possible to learn to think different. Это возможно научиться думать по-другому. Because everyone have talent. Потому что у каждого есть талант. You have to find your talent. Вам нужно найти свой талант. Learn to think different. Научиться думать иначе. Practice on new thinking. Практиковаться над новым способом мышления. And then you can maximize the potential of your talent. И потом вы можете максимизировать потенциал своего таланта. And I think this is what successful people do. И Одед думает, что это то, что делают успешные люди. Focus on their talent. Фокусируются на своих талантах. And focus on their attitude. И фокусируются на своем подходе. Combination of two of them. Комбинация этих двух частей. It's like atomic bomb. Это как атомная бомба. But most of the people, Но большая часть людей. I want to be like you. Я хочу быть как ты. You want to be like him. Ты хочешь быть как он. No one wants to be himself. Никто не хочет быть собой. I want to be like Oded. Я хочу быть как Одед. You cannot be Ты Oded. можешь быть Одед. You can be you. Ты можешь быть собой. You can try to learn from Oded. Ты можешь попробовать чему-нибудь научиться у Одеда. I cannot be like Rockefeller. Одед не может быть learn как Рокфеллер. Think from Rockefeller that I can improve myself. First of all, who is Oded? Он может чему-то научиться у Рокфеллера, чтобы быть лучше, но в первую очередь ему нужно понять, кто такой Одед. What is my advantages? Какие его преимущества? Disadvantages. Какие недостатки? To know exactly who is Oded. Знать точно, кто такой Одед. And then, with right attitude that you can teach yourself. И потом с правильным подходом, которому можно себя научить, you will explode. Ты можешь разойтись, как тебе нужно. I think this is the main thing that successful people do. Одед думает, что это главная вещь, которую успешные люди делают. То есть первое, подытожу, это быть готовым. Второе, это не слушать, не обращать внимания на то, что о тебе говорят другие. И третье, быть уникальным. Не подражать кому-то, можно учиться, не подражать, но быть уникальным и идти своим путем. Раскрывая свой талант и тот дар, который дал Бог внутри, раскрывать это и пользоваться этим максимально. Yes, understand. Супер. Yes. Окей, хорошо. Я задаю этот вопрос всем. Ну как всем, у нас второе интервью, поэтому... He asked this question everyone. It's second interview, so to everyone. Okay. Все считают, многие считают, что миллионер – это тот человек, который зарабатывает миллион в месяц. Другие считают, что миллионер – это тот, кто имеет миллион на счету. По факту, да, осталось, квартиру продал, еще что-то. Он миллионер, потому что он у него есть. И третье, как на первом интервью мне сказали, что миллионер – это тот, кто может подтвердить свой статус миллионера, да,
и показать это, допустим, в налоговом отчете, что он там раз в год, выполнен. Что, по вашему мнению, миллионер? Who is millionaire? Exists a way when someone thinks that millionaire it's person who earns this million every month. Exists another point of view. It's like if you have on your account 1 million, you can call yourself millionaire. And exists third point of view, like he got in a previous interview answer, that millionaire it's person who by tax police can prove that he earns this million. First of all, there is the mathematical thing. Во-первых, есть математическая часть. If you have million, you're a million. Если у тебя есть миллион, ты миллионер. No matter in what currency. Неважно в какой валюте. I have million гривна, I'm millionaire in гривна. Ты миллионер, у тебя есть миллион гривен, то есть ты миллионер. I have million in dollar, I'm millionaire in dollar. Если у тебя есть миллион долларов, то ты долларовый миллионер. Practically millionaire is someone that have in somehow million. Практически or more. Миллионер это тот, у кого есть каким-то образом миллион или больше. This is the mathematical thing. Это математическая часть. Now the question how everyone consider himself. Сейчас дальше вопрос в том, как каждый воспринимает себя. And you know, in the Jewish religion, we spoke about religion, so I put it here. Вы говорили о религии, поэтому он сейчас добавит ее сюда. There is some phrase that people say, what is a rich person? В еврейской религии есть такая фраза, которая говорит, кто такой богатый человек. Not millionaire, rich. Не миллионер, а богатый. Rich person. Bогатый человек. He's someone that knows to be happy with what he have. Это тот, кто умеет быть счастливым с тем, что у него есть. Someone that knows to be happy with his part. Тот, кто умеет быть счастливым со своей частью. Because even if you have $500,000, Потому что даже если у тебя есть $500,000, it's your part. это твоя часть. $1 million, it's 1 your part. миллион, это твоя часть. You will never have all the parts У тебя никогда не будут все части, because you are not alone. потому что ты не одинок. If you know to be happy in what you have, Если ты знаешь, как быть счастливым с тем, что у тебя есть, respect what you did, уважай то, что ты сделал, continue to respect what you do, продолжай уважать то, что ты делаешь, you're a billionaire. ты миллиардер. It will give you the power to grow. Это даст тебе силу расти. But if you will be focused Но если ты будешь on сфокусирован what you don't have, на том, чего у тебя нет, what I still need, что мне все еще нужно, and forget what you have, и забывать о том, что у тебя есть, even if you have 2 millions, даже если у тебя будет 2 миллиона, you forget 2 millions. ты забываешь о 2 миллионах. You focus on million that you don't have. Ты фокусируешься на тех миллионах, которых у тебя нет. So practically you live like a poor. То есть практически ты живешь как бедняк. It's attitude. Это подход. Yes, money can improve life, Да, деньги могут улучшить жизнь, but money it's a tool. но деньги это инструмент. It's not target. Это не сама цель. If it's become target, it destroy your life. Если это становится целью, это разрушает твою жизнь. I was there. Одед был там. I lost millions Он потерял миллионы, because I focus on millions. потому что он фокусировался на миллионах. But when I understand that I never lost my present, Но когда он понял, что он никогда не терял свой подарок, until if you understand that you have skills, если ты до того момента, пока ты не поймешь, что у тебя есть навыки, and with your skills you can make money. и с твоими навыками ты можешь зарабатывать деньги, So even if for the moment you don't have money, то есть даже если на данный момент у тебя нет денег, but you have skills, но у тебя есть навыки, you're millionaire. ты миллионер. Just know how to sell it. Только нужно знать, как это продать. So choose how to call what is Поэтому millionaire. выбирайте, что такое миллионер. То есть миллионер это не здесь, а здесь и здесь. It's all together. Это все вместе. It's a combination. Это комбинация. It's a combination. I think, first of all, you need to have some money. Одед думает, что для начала нужны какие-то деньги. You know, but it's different if you get the money as a present or you work for it. Но это разное, когда ты получаешь деньги как подарок или ты работаешь за них. You can ask my workers. Можно спросить сотрудников Одеда. They sit on my budget. Они занимаются его бюджетом. Budget here. Бюджетом здесь. Okay? They know how I care about 100 гривнас. Они знают, как Одед беспокоится о каждой 100 гривен. Sometimes I ask receipt of 50 гривнас. Иногда он просит отчет за 50 гривен. What the fuck? You are a millionaire. Какого черта ты миллионер?
I respect 50 hryvnias. Я уважаю 50 гривен. I give 20% of my money to charity every month. Одед дает 20% от своих денег на благотворительность. I'm a tool. Он также инструмент. If I have money, если у него есть деньги, part of it not belong to me. Часть этих денег не относится к нему. It's another Jewish rule. Это еще одно еврейское правило. You get 100%, but just 80 is yours. Ты получаешь 100%, но только 80% твоих. Let's see if you take also the 20 that not yours to yourself, or you just give it to someone. Давай посмотрим, 20%, которые не твои, ты оставишь их также себе или отдашь кому-то. And sometimes it's difficult when you earn $1 million to give 200K to someone. И иногда это сложно, когда ты зарабатываешь 1 миллион, отдать 200 тысяч кому-то. It's keep you human being. Это сохраняет в тебе человечность. I think this is millionaire. Одед думает, что это миллионер. Такой вопрос. В Библии написано: принесите десятину и приношение в дом хранилища моего. Почему 20%? Где в Библии написано про 20%? Как вот вы высчитали? Десятина, но начатки всех плодов, это 10-я часть. Почему 20? He says that in Bible written about 10%, why 20? И почему, 10% у вас, вы говорите, 20% уходит на благотворительность, 10 уходит в синагогу, как десятина, и 10 на благотворительность? Или вы не отдаете десятину, но 20% отдаете на благотворительность? It's 10% go to synagogue and 10% to charity, or 20% go to charity and nothing go to synagogue? How it's work? First of all, you choose where the money goes. Во-первых, ты решаешь, куда ты отдаешь деньги. I don't have to give to synagogue $1. Одеду не нужно отдавать в синагогу даже $1. Now, in the Bible, they gave you option. В Библии там есть варианты. Practically, they tell you not less than 10. Практически они говорят тебе не меньше, чем 10. No, not more than 20. Не больше, чем 20. Okay, you cannot give in a level that it will cause you to destroy your life. То есть ты не должен отдавать на том уровне, на котором это разрушит твою жизнь. You can choose. Ты можешь выбирать. You can give the minimum. Ты можешь давать минимум. You can give the maximum. Ты можешь дать максимум. Sometimes you want to give extra, and if it's not influence on your life, give 25. Иногда ты хочешь отдать экстра, и это не влияет на твою жизнь, отдай 25. So 10 or 20, it's limits. Практически 10, от 10 до 20 это границы. If more than 10% can change, destroy your life, give just 10. Less than 10, it's impossible. Если больше 10% разрушает твою жизнь, отдай только 10. Меньше, чем 10 невозможно дать. Practically, the poor person that I give him 10%, Практически бедный человек, которому отдают 10%. let's say I earn $1,000. Давайте предположим, Одед зарабатывает $1000. So I have to give to someone 100. То есть ему нужно отдать кому-то 100. He don't have money. У него нет денег. He must from this 100 to give 10% to someone. Из этих 100 он обязан отдать 10% And кому-то. someone get 10. И кто-то получил 10. And he's supposed to give 10% to someone. И он должен отдать тоже 10% It's a social кому-то. system. Это социальная система. Always learn to give, not just to take. Всегда учись отдавать, не только брать. And it's supposed to create better society. И это должно создавать лучший социум. Если мы уже пошли в религию, друзья, я извиняюсь. If we already go to religion, he said sorry to followers. Где в Библии написано про максимум 20%? Я отдаю 30%. Я взял все места из Писания, которые касаются финансов, разделил, и у меня выходит 30%. Это семья, родители, почитай отца и мать, это священник, это, пастор, это десятина, это приношения целевые и на благотворительность. Переведете, нет? Я могу медленнее сказать. Дело даже не в этом, просто я не знаю многие слова, как перевести. Давайте, какие не знаете, я заменю, допустим. He says that he search in Bible, he find all the part about financial parts like parents, like church, like and so on, and he got to 30%. So he asked where you find 20. Где написано про 20 максимум, потому что я даю 30. 20 maximum because he got to 30. You can go also to 50. Он говорит, вы можете дойти также No до one will 50. stop you. Никто не остановит вас. There is no less than let's put it 10 is the minimum. 10 это минимум.
You can divide it how much you want. Вы можете разделить это настолько, You can насколько вы 5 to хотите. give to synagogue, Можно 5 отдать 2 to family синагоге, that don't have food. 2 семье. No one tell you where to give the money. Никто не говорит вам, куда отдавать But деньги. 10% of your income is supposed to go to people that need. Но 10% дохода должно уйти другим Now there are levels of, которым нужно и так like you have normal credit card, and then you have gold, and then you have platinum, and then you have black, and then all kind of levels. И потом есть уровни, так же как с кредитными картами. Сначала у тебя есть обычная, потом gold, потом премиум, потом черная и так далее. То есть The Bible recommend you. Библия рекомендует тебе. If you give 10, you consider good. Если ты даешь 10, то ты считаешься хорошим. Less than 10, you bad. Меньше чем 10, ты плохой. If you want to consider very good, give 20. Если ты хочешь считаться очень хорошим, отдай 20. If it's difficult for you, give 15. Если для тебя это сложно, отдай 15. If still after you give 50, you have enough money, Если все еще после того, как ты отдал 15, у тебя and you want to достаточно денег, consider VIP of God, и ты хочешь считаться VIP у Бога, give 30, отдай give 30, 35. отдай 35. No one will stop you, Никто не остановит тебя. except Кроме, if it will start to destroy your если life. это начнет разрушать твою жизнь. If you will stop food from your kids. Если ты прекратишь приносить еду своим детям. And there are also rules how to give it. И есть также правила, как отдавать это. First of all, to family. Во-первых, семье. If you have mother or father, Если у тебя that, есть мать и отец, or then to Потом. people on your neighborhood, людей в твоем соседстве, then city, потом город, and then all the rest. потом все остальные. When you consider, yes, I know someone in Zaporozhye that needs. Когда ты говоришь, что да, я знаю кого-то, кому нужно в Запорожье. Perfect. Отлично. You check your family first. Ты проверил сначала свою семью, You check your city. ты проверил свой город, Everything okay there? все окей там, Go to Zaporozhye. едь в Запорожье. Меня вот именно 10% волнует, потому что в Торе же написано «в дом хранилища моего». То есть ни семье, ни на благотворительность, ни куда-то в другое место. 10 именно в дом хранилища моего. То есть и много раз это упоминалось и со священниками, и левитами, когда говорилось, что именно 10%, чтобы дом мой не был в запустении. Вот мне вот это вот интересно. I still worry about 10% because in Torah written that 10% to house what means, something like this. It's written, I cannot tell you it's in Hebrew, but Это на иврите, это не может сказать на английском. it's tell you exactly, it's a word that tell you the Это value. слово, которое дает, объясняет значимость. It said, aser, it's in Hebrew, aser, te'aser. Okay? Aser, it's to give part, but aser, it's also from the word eser. Eser, it's deceit. То есть он говорит, что на иврите это асер. Это с одной стороны Aser is give the part, это отдай часть, but in this word но в этом слове also hide the amount. также скрыта сумма. Because when you say aser, Когда ты говоришь асер, aser is a verb, to do. асер это сделать. How much to То do? есть это глагол. If you say different the word aser, Асер это глагол, который говорит тебе, что нужно сделать. if you say different, Но если ты скажешь его it's по-другому, eser. это эсер. You write it the same. Ты пишешь это одинаково. Eser is 10. Эсер это 10. So this is your minimum. То есть это твой минимум. And from there you start to grow. И оттуда ты начинаешь To who to give? кому давать? To everyone that you want. Всем, кому ты хочешь. Regarding the rules of family, Исходя neighborhood, из city. правил семьи, соседства, города. Окей, друзья, мы пометим в комментариях, сколько минут вам нужно перемотать, чтобы, если вы не хотите это слушать. Теперь вернемся к бизнесу. Come back to business. Okay. Мне интересно, почему вы с образовательным проектом идете в Украину, а не в Израиль? Или в другие страны? Why with education project you go to Ukraine and not in Israel? Who said that I'm not going to Israel? Кто сказал, что он не идет в Израиль? Also in Israel.
Тоже и в Израиле. Also in Ukraine. Также и в Украине. Но вы говорите, что вы хотите развивать в Украине. Разве другие страны, там, Штаты, Европа, они не более платежеспособны для этого? You say that you want to develop in Ukraine, so other countries like USA or in Europe, Also. they will not pay more. Maybe. Может быть. I try to find opportunities. Одед пытается найти возможности. I build my business on trust. Он строит свой бизнес на доверии. Okay. Here I have a team that I trust. Здесь у него есть команда. Start with me in one business Начали с ним в одном бизнесе and grow. и росли. And I have amazing team. И у него есть потрясающая команда. And I think the potential is in Ukraine is huge. И Одед думает, что потенциал в Украине просто невероятен. Because I really find a lot of young people that want. Потому что он обнаружил, что есть большое количество молодых людей, которые хотят. And they just search for, like food, they search for knowledge. И они просто ищут так же, как еду, они ищут знания. I meet them in universities, I meet them in Kiev, in Kharkov, in Dnieper. Он встречал их в университетах, он встречал их в Киеве, в Харькове, в Днепре. And there is 54 million people. И здесь есть 55 миллионов людей. We need just 10%, Нам нужно только 10%, 5% 5%, that willing to pay которые будут готовы заплатить 5k гривны 5000 гривен for education. за обучение. Make it times 5 million people. Умножь это на 5 миллионов людей. System Система, that work которая работает. online, offline. Онлайн, офлайн. Yes, I can make more in America. Да, Одед может заработать больше в Америке. Again, you have to be happy with what you have. Опять же, тебе нужно быть счастливым с тем, что у тебя есть. Sometimes you can build mountains, but you have weak team. Иногда ты можешь выстраивать горы, но у тебя слабая команда. In Israel, I have good team. В Израиле у Одеда хорошая команда. In Ukraine, I have good team. В Украине у него есть хорошая команда. Good team is like talent. Хорошая команда – это как талант. Now you have to multiply the talent. Сейчас тебе нужно приумножить талант. So we'll not have $10 million, we'll have $5 million. То есть не будет 10 миллионов долларов, будет 5. But we'll enjoy, Но мы будем наслаждаться, have fun. веселиться. 3 hours from Israel, 3 часа из Израиля, not 12 hours. не 12. I can jump, fly back and up and down. Можно просто прыгнуть в самолет, Everything is полететь easy. туда и обратно, все легко. So I will not have 20 million. Поэтому у него не будет 20 миллионов. It's okay, also 5. Это для него окей, также и I 5. can change my car also with $5 million. Он может поменять свою машину также с 5 миллионами долларов. Вы говорили про команду. Команда решает в бизнесе? You told about the team. Team take decisions in your business. Yes. Один человек не может справиться. One person cannot take decisions for everything. One person puts strategy, Один человек делает стратегию, but then people have to work. но потом людям нужно работать. I disturb them to work, Одед мешает им работать, but I try not a lot. но он пытается не мешать много. Because in my case, Потому что not в его like in случае other businesses that I have, не так, как в других бизнесах, которые у него есть. I'm the product. Он продукт. So I cannot be the product, the manager, I Он cannot. не может быть продуктом, менеджером, он не может. So Lena take decisions. Поэтому Лена принимает Yes, решение. we discuss, we Да, think, он обсуждает это, мы думаем. but they bring professionals, they bring people, they make negotiation, they decide about money. It's okay. Команда договаривается, команда приводит профессионалов, команда, то есть идет какое-то обсуждение. We are a team. Мы команда. And everyone have his own advantage in the team. И у каждого есть свои преимущества в команде. Не будем тогда затягивать, потому что вы устали, я думаю, сегодня целый день. We will not hold you for long because you're tired. Probably you was here all day. Yes. Еще чуть-чуть. Okay. A little bit more. Вот, вы сказали, что у каждого есть талант. Как человеку, по-вашему, раскрыть этот талант и найти себя в себе, грубо говоря? You say that each person have a talent. From your point of view, how to find this talent and to open it? Я знаю много талантливых людей, которые действительно талантливы, но они не могут зарабатывать своим талантом деньги. You know a lot of talented people and they really talented, but they don't know how to
earn money with this talent. Не хватает какой-то комбинации для них. They don't have some combination. И я думаю, что это как раз продажа. And he thinks that it's sales. Продажа себя, потому что стартапы очень многие загинаются на том, что не могут продать свою идею. To sell yourself, because a lot of startups stuck because they cannot sell their idea. First of all, everything is sales. Во-первых, все это продажа. Everything. Все. Relationship is sales. Отношения это продажа. Parents is sales. Родители это продажа. Everything is sales. Все продажа. Now, everyone practically, if he listen good to himself, he know what is talent. Практически каждый, если он умеет слушать себя, он знает, в чем его талант. Practically, talent is something that combine two main things. Практически талант это что-то, что комбинация нескольких вещей. First of all, in what you are really good. Во-первых, то, в чем ты действительно хорош. And what you really love to do. И то, что ты действительно любишь делать. First of all, find these two things. Во-первых, найди эти две вещи. Now you think, okay, how I can use these two things in my work as a Ты secretary? думаешь, окей, как я могу использовать эти две вещи на своей работе секретаря? This is the beginning of creativity. Это начало креативности. Beginning of creativity means Начало креативности значит, that I will be ready to do more than I get at the beginning. что я готов делать больше, чем я получаю в начале. It's when if you are good in music, Это значит, что если ты хорош в музыке, but you work as a secretary, но ты работаешь секретарем, how it belong? как это относится? Check with your boss Проверь со своим боссом, if you can be responsible of the entertainment of the company. можешь ли ты быть ответственным над корпоративами компании. The automatic answer will be, Автоматический ответ будет: yes, but they will not pay me for it. да, но они мне за это не заплатят. Fuck, but they will know you. К черту, зато они будут знать тебя. They will start to connect to other part of you. Они будут присоединены к другим частям тебя. You will start to show other advantages that they can get from you. Ты начнешь показывать другим преимущества, которые они могут получить от тебя. You will make some party to the people at work. Ты сделаешь какую-то вечеринку на работе для людей. One can say, one, Один может сказать: you do it amazing. ты сделал это потрясающе. You ready to do it to the kids of my son in school? Ты готов это сделать то же самое для детей в школе? Yes, of course, 2,000 гривен, why not? 2000 гривен, почему нет? You don't know what opportunity will open. Ты никогда не знаешь, какие возможности откроются для тебя. If you think automatically, Если ты думаешь автоматически: I will not do it because they will not pay, я не сделаю это, потому что они не заплатят, you will never do anything. ты никогда ничего не сделаешь. In everything that you can do, one can sing, Во всем, что ты можешь делать. Кто-то one может can петь, draw, кто-то может рисовать, one can play, кто-то может играть, one can dance, кто-то может танцевать, one can talk. кто-то может говорить. No matter what your job, Неважно, в чем твоя go to your работа. boss, Пойди к своему боссу, give him present for free. дай ему подарок бесплатно. 99% they say yes. 99% скажет да. But you have opportunity Но у тебя есть возможность, that suddenly что когда внезапно someone will say, whoa, we didn't knew that you know to do it. ты обнаружишь, что кто-то скажет тебе: вау, мы даже не знали, что ты можешь делать это. Advertising. Реклама. Advertise yourself in the places that you are. Рекламируй себя в тех местах, где ты есть. That's it. Это все. Подытожу. Первое, нужно понять, в чем ты силен. Второе, нравится ли тебе это, то, что тебе нравится. Это должно быть соединено вместе. То есть, to make some summary. First of all, you have to find in what you good. You're too good. Second, you have to love it. Yes, if you don't succeed to find what you're good, Если у тебя не получается найти, в чем ты хорош, ask people that know you. спроси людей, которые знают They тебя. will tell you. Они тебе скажут. Sometimes you're blocked. Иногда ты заблокирован. So go to your wife, То your есть friend, пойди your к своей girlfriend, your жене, whatever. Tell me другу, what I'm good. девушке. В You know чем what я I'm хорош? good? В чем я хорош? Wow, you're very funny person. Да, ты очень веселый человек. You know to make jokes. Ты знаешь, как шутить. Perfect. Отлично. Let's try to do something with Давай it. попробуем сделать с этим что-то. So yes, finding what you're good Да, найди, в чем ты хорош, and find what make you happy и найди, что делает тебя счастливым. and do it for free. И делай это бесплатно. И добавить, да, начать делать.
делать, делать. И даже если кажется, что это нельзя сделать, друзья, нужно найти возможности, как это можно применить и как это сделать. То есть как этим воспользоваться, где внедрить, даже если это бесплатно, даже если где-то вы понесете убытки, это нужно начать делать. Правильно? Третье — делать. And practically Yes. it's to start. Yes. Yes. I tell you just one thing. Одед скажет одну вещь. For example, in our call center, Например, в нашем колл-центре people call. люди звонят. It's cold calls. Это холодные звонки. It's difficult job. Это тяжелая работа. You can dial to 500 people and 50% answer, 50% not, and the 50% answer, 90% of them tell you bye. То есть это тяжелая работа, когда 500 ты можешь набрать за день 500 номеров, а половина не ответит, половина ответит, и из той половины, которая ответит, 90% сразу скажут «до свидания». A lot of people get tired fast. Много людей быстро устают. I didn't succeed. У меня не получилось. Most of the people tell me bye. Большая часть людей говорят мне «до свидания». Sometimes even not in nice words. Иногда даже не очень приятными словами. And the question is, what did you get from this И conversation? вопрос в том, что ты получил из этого разговора. 95% will say nothing. 95% скажет ничего. Depression, Депрессию, negative motivation. негативную мотивацию. And I say no. И этот говорит нет. You have to earn always. Ты всегда должен зарабатывать. But how I earn? You don't want to buy. Но как я заработаю, он не хочет покупать. You have earning, practice of communication with client. Ты заработал практику коммуникации с клиентом. Anyhow you get something. В любом случае ты получаешь что-то. Or you get sale, Или ты получаешь продажу, or you get experience. или ты получаешь опыт. If you get sales, perfect. Если ты получаешь продажу, If отлично. you get experience, Если ты получаешь опыт, it will give you advantage to the next phone. это даст тебе преимущество для следующего звонка. But if you don't see it as an option, Но если ты это не видишь как вариант, that no, it's also что opportunity, нет, это тоже возможность, you will never survive. ты никогда не выживешь. Yes, do, analyze and grow. Да, делай, анализируй и расти. And remember, И помни, all of you, все вы, important thing, важную вещь. if you want to be successful, Если ты хочешь быть успешным, if you want to succeed, если ты хочешь преуспеть, you must to be professional in fail. ты обязан быть профессионалом в неудачах. Just professional in fail Только профессионалы в неудачах can be professional in success. могут быть профессионалами в успехе. This is part of Это life. часть жизни. So, just do it. It's possible. Просто сделать это возможно. Друзья, четвертое — никогда не сдавайтесь. Просто делайте, и никогда не сдавайтесь, и у вас все получится. Супер. Последний вопрос. Я хотел бы сказать, что вы сегодня приехали к нам бесплатно и выступали у нас бесплатно. То есть я благодарен вам, что вы приехали к нам. Говорю спасибо. Last question. He said that you come to us for free and you worked here for free. He tell you really thank you for it. Хотел бы быть немножко наглым и сказать, что людям очень понравилось. Могли бы мы вас пригласить через месяц выступить по психологии? He would like to be like too aggressive, but he would like to ask, is it possible to invite you 1 month from now to make event about psychology? First of all, it's not aggressive. Во-первых, это не нагло, не агрессивно. Just question of money. Это только вопрос. It's not question of aggressive. Это не вопрос наглости или But агрессивности. it's first of all, yes. Во-первых, да. We have to discuss about the Нужно details. обсудить How, детали, when, как, how когда, much, where. сколько, где. But I'm here. I'm here today, Сегодня Одед здесь not because of today, не из-за сегодня, because of the next time. из-за следующего раза. If we'll make next time, today is a success. Если мы сделаем в следующий раз, сегодня успешно. If we don't have next time, Если у нас не будет следующего раза, today is fun. сегодня это веселье. It can be success plus fun. Это может быть успех плюс веселье. That's it. Это все. Супер, я рад с вами познакомиться. Очень приятно. Happy to meet you. Thank you very much. Все, Thank you for друзья. the opportunity. Спасибо за возможность. Спасибо, да, что смотрите, заряжайтесь и делайте. Никогда не останавливайтесь, берите вот эту формулу успеха и применяйте в своей жизни. Если у вас сейчас депрессия, какие-то проблемы в бизнесе, проблемы в жизни, просто говорю вам, не останавливайтесь, никогда не сдавайтесь, идите вперед, и у вас все получится. Thank you.